На сегодняшней истории вы в очередной раз убедитесь в том, что небольшие действия приводят к большим результатам. И для того, чтобы что-то получилось и свершилось, нужно просто попробовать. Обо всем по порядку. Поехали! В этом видео мы будем приводить в порядок автомобиль по благотворительной программе нуждающимся абсолютно бесплатно. Полгода назад с нами связался отец многодетной семьи и обрисовал ситуацию, что у него есть Chevrolet Orlando, который в плачевном состоянии. Кто-то может сказать, что если у многодетной семьи есть деньги на такой неплохой автомобиль, то у них должны быть деньги на его восстановление. Но тут не все так однозначно. И сейчас Сергей, владелец автомобиля, вам все расскажет сам. В конкурсе участвовали между многодетных семей Псковской области. Каждый год там делается конкурс, туда присылают там какие-то работы детей, рисунки, олимпиады, дипломы, что мы там за братской могилой там одной ухаживаем в лесу, в заброшенной деревне, что вот саму деревню возрождаем. Мы выиграли среди 10 семей, и получили мы в подарок от главы области «Газель» 14-местную. Новая. Она была новая, естественно, с завода, как смелости набрались, мы обратились в администрацию, разрешите нам ее поменять на то, что нам удобно для нашей семьи. Мы вам покажем договор, за сколько мы ее продали, и мы на все эти деньги до рубля купим просто удобный для нас автомобиль. И через год нам разрешили. У нас самому старшему парню сейчас уже 20 лет, он живет отдельно, уехал работать в Питер. Мы остаемся всемиром. Я, жена и мелкие 5 пацанов. То есть, стали среди 7 местных смотреть. И, во-первых, мы про Орландо, про Chevrolet начитались, какая она там супер безопасная. Чисто именно семейный автомобиль. Выручили зато полтора, получается? Полтора российских этих миллиона. И за эти же деньги взяли? И за эти деньги, да, взяли. К сожалению, уже год не помню, но не важно. Так, значит, уже первые косяки с тачкой. Крыло изнутри было подбито. Видно, шпаклевали. Здесь все хорошо, а тут уже все. И вполне возможно, сквозняки здесь могут быть. С той стороны вообще все девственно. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, ладно, сейчас будем что-то думать. Когда мы делаем антикор своим клиентам, я всегда стараюсь объяснить клиенту, что вот этот материал на подкрылках, он здесь не имеет никакого смысла. Он создан для того, чтобы поглощать шум, а по факту шум он не подавляет, а только накапливает влагу. И при этом создает проблемы в будущем. Поэтому мы его всегда удаляем. Ага. О, мамма мия, Санта Лючия, Дева Мария. Эти перекупчики сюда тоже заглянули. Взяли ее в Москве. Как всегда, оказалось, что это перекуп, но я как мог ее смотрел. И попытались сделать что-то вменяемое, но у них, как всегда, ничего из этого не получилось. Да. Сетка, герметик. Все как всегда. Я думаю, мы заменим клипсы, оно нормально станет. Так, значит, что у нас тут получилось? По-любому едем на песочку, потому что это изначально было очевидно. Тачка российской сборки. И какой-то сверхзащиты грунтов, ожидать здесь было бессмысленно. Поэтому видно, да, своим мини-пескоструйчиком мы не справимся. Даже горловина гнилая. Как правило, с нержавейки делают. Но тут все так себе, спустя рукава, как обычно. Здесь, конечно, все печально. Кто-то думает, что зимой автомобили обработать сложно. Или вообще кто-то думает, что обрабатывать нельзя. Я покажу, как это делаем мы. И вы поймете, что здесь нет ничего критичного.
Главное условие и правильный подход. Вот. Но на удивление металл толщиной здесь нормальный. Миллиметра, наверное, 4 может даже быть. Нет, наверное, сказать 3. Вот, там где герметик. Все отлично. Вот здесь что-то окисляется. Как бы критичного спереди вроде ничего нету. Ну, только немножко мотор плывет. Вот, по ржавчине более-менее. Ну, тут вот шов, ржавчина уже ушла. А так, в принципе, нормально. Отверстий много намолотили. Не знаю, экономили металл. Или чтобы, наоборот, проветривалось. Вот. Ну, в принципе, все. Продолжаем дальше разбирать. Наша задача снять запаску, глушитель, бак. Все, что нам мешает. Да, вот именно из-за этого потом это все и гниет. Потому что тут собрано все, что может быть. Песок, влага, соль. Вон. Нормально. Хорошо, когда здесь двухсторонний скотч есть. Тогда хоть как-то это все сюда не закидывает и не перетирает. А когда здесь песок, все от вибрации, вот все начинает перетирать. На. И прогнивать. Если у вас еще назрел вопрос, откуда столько песка и грязи на автомобиле, вы должны понимать, что семья, владеющая этим автомобилем, живет в глухой деревне, где с асфальтированными дорогами проблема. Вот, то есть мы на таком отшибе. Но дорогу хорошую нам построили. Неожиданно каким-то выбором очередным отсыпали. Вот, уже этой дороге 6 лет. Так, ну что, значит, автомобиль отмыли. И сейчас я вам хочу показать, что тут у нас получилось. Ну, под днищу там сильно большого упора не давали, потому что все-таки и здесь это все будет песочиться. Но хотя бы, чтобы понимать, что к чему. Вот смотрите. Все. Просто все рыжее. Отовсюду поотлетал. От цинка поотлетала. Краска с грунтом. То есть это просто ужас. Но слава богу, что как таковой гнили нет сквозной. Больше. Ну тут пока сильно не отмывались, все равно песочить. В арках. Да, без песочки тут вообще никак. Просто никак. Без хорошей песочки. Тут дверь, видно, была подмята. Отлетела прям пластом. Сюда тоже. Печальненько все. Наверное, придется все-таки крылья снимать, чтобы все это сделать максимально качественно. Вот, ну и скорее всего будем красить ее. Все печально. Нужно понять, какая вообще задача, вот, что нам нужно сделать с автомобилем. То есть убрать вот это вот все, очистить днище, Ну, то, обработать, что, ну, чтобы насколько вы я спокойно понимаю, могли на ездить. ее как бы долговечность влияет, я думаю, что в основном, да, состояние дна Мгм. и какие-то основные вот сколы, которые, то есть я так понял, что вот этим бортом там было что-то задето, Мгм. там есть на дверях, ну, там как бы по несколько жуков, да, с каждой стороны. Просто чтобы не запустить этот Ну, я процесс понял. до каких-то Шучки уже... можно там типа локально как-то их Да, так чтобы поубирать, да. не довести ее до перекраса, там, ну, вот просто остановить, короче говоря, этот процесс вовремя. Чтобы вы спокойно могли ездить на ней зимой, правильно я понимаю? Ну, во-первых, да, чтобы было... Просто тут ключевой Да, момент, конечно. что после того, когда мы ее обработаем, там, все эти Мгм. жучки устраним, на ней можно спокойно ездить Ну зимой, да, вообще да, не да. переживая. Мгм. А то вы опять ее поставите условно в гараж. Если что-то вам дается этим миром, этим надо пользоваться. Ну, естественно. Потому что, а не хранить и думать, что Не, ну как... сейчас мы и должны пульт пользоваться, да, то есть мы целлофан. вообще каждые 2 недели нужно ездить в Питер, там, ну и так далее. Ну, тем Сейчас более. уже и, ну, необходимость практически, ну, круглый год поездок уже. Ну, этих потому что на «Жигулях» особо что медицинских. не поедешь, блин. Не, ну это чисто грузовая, она как бы для Да. хозяйства. 350 тысяч у нее пробег, из них 300 проехал я сам. Но поскольку вся вообще наша жизнь деревенская зависит от этой машины, то вот, ну, в механический ремонт постоянно вкладываются, в общем-то, все практически деньги.
Каждые 2 недели 200-300 килограмм комбикорма надо привезти. На ней и мусор вывозится, и животных вожу. Овец в ней по 5 штук возил, телят по 2 возил. Пришлось снять крылья, потому что здесь вообще проблема. Сюда закидывает, здесь все начинает выгнивать, поэтому эти места тоже нужно обязательно отпесочить. Здесь может быть и сами мы, а может быть и они. Будем уже смотреть. Здесь аналогичная ситуация. Ну, короче, это проблема, так сказать, конструкции автомобиля. Поэтому у кого такие машины, прямо обращайте вот на вот эти вот места. Автомобиль погрузили на эвакуатор и отвезли на пескоструйную обработку. Полный процесс удаления ржавчины занял порядка 1-2 часов. Благо, что этот автомобиль не попал к залипушникам, и они не успели засунуть сюда свои грязные и кривые ручонки. Потому как переделывать любую работу гораздо сложнее. Я думаю, вы и сами это прекрасно знаете. Очень большое количество клиентов к нам обращается после залипушников, у которых даже после первой зимы на их автомобилях начинает проявляться ржавчина. Потому как делают быстро и недорого, а вы знаете, что быстро и недорого и качественно бывает только в мышеловке. Ну, я думаю, вы поняли. Для того, чтобы антикор служил долго, важно использовать 3 степени защиты. Первая степень защиты – это специальный и особенный грунт, который стоит как крыло самолета. Он жертвует собой, окисляясь вместо железа, и даже при глубоких царапинах до голого металла предотвращает распространение ржавчины. Другими словами, если повредить антикор и откроется голый металл, ржавчина все равно не будет появляться. Стойкость против коррозии составляет от нескольких лет до десятилетий. Все зависит из-за толщины слоя. Именно поэтому мы его не жалеем и льем этот грунт, пока не потечет, значительно продлевая срок службы металла в агрессивных средах. И это только первая степень защиты. Далее я расскажу о второй и о третьей. Итак, давайте же посмотрим, что у нас здесь получилось. Отовсюду, откуда могли добраться до ржавчины, мы ее удалили. Понятное дело, что на 100% ты никогда в жизни не удалишь, если уже ржавчина будет даже где-то внутри. Ты сможешь это сделать только по лицевой части. Именно поэтому я всегда говорю, что автомобиль нужно обрабатывать, когда он новый. Иначе на 100% ржавчину убрать и максимально качественно все сделать не получится. Она где-то останется внутри. Вот. Причем у нас сегодня зима на дворе. На улице минус. Если кто-то боится обрабатывать автомобили зимой, так как это делаем мы, здесь нет никакой проблемы. Автомобиль полностью просушивается, разбирается. Если надо, моется, если надо, песочится. И все получается так, как положено. По уму, что летом, что зимой. Единственное, что нам чуть-чуть медленнее это все происходит, если мы это делаем зимой. И дальше будем приступать к подготовительным работам, к покраске. Где-то какие-то нюансы будем удалять, где-то шпаклевать, где-то красить. Все нужно сделать в кратчайшие сроки. У нас на все про все 2 недели. Вместе с обработкой, вместе с покраской. Да, значит, пометили все косячки, которые нужно отпесочить и цинк напылить. Что хотел показать? Толщина, смотрите, двери какая. Тут явно кто-то когда-то уже залез со своей шпатлевкой. Была подбита дверь. Ну, это уже устранять бессмысленно. Тут дверь в идеале менять надо. Вот. Пометили места, которые подозрительные были подмазаны.
Так, мы вот здесь вот тоже. Ну и по крыльям есть места такие тоже подозрительные. Одно место тут, скорее всего, даже со сквозняком будет. Вот здесь вот. Вот здесь где-то, да. Тоже надо будет его подпесочить. Было подбито, не было обработано. И, короче, начало все это ржаветь. Вот. Срочная новость. Уникальная сделка. Дром купит твой автомобиль за 3 миллиона рублей. Просто подай объявление о продаже своего автомобиля на Дроме до 23 апреля. Каждый день с 16 марта по 24 апреля Дром случайным образом определяет, кому предложить сделку на 3 миллиона рублей. Хочешь помочь другим? Ставь лайки. Каждый лайк увеличивает вероятность на участие в сделке. Иди на Дром по QR-коду или по ссылке в закрепленном комментарии и получи возможность заключить сделку. Продавать авто иди на Дром. Кто следит за историей нашего канала, знает, что это, в принципе, не первый благотворительный проект, который мы делаем. И когда я занимался чисто вот блогингом, снимал свои проекты, для меня это было более понятно, как я буду делать для кого-то там благотворительный проект. Но когда мы уже занялись антикором, я у себя в голове неоднократно ловил на мысли, а как же сейчас я смогу делать благотворительные проекты и кому? Если, в принципе, как бы и условия под это не заточены, и возможности немножко не те. Ну, то есть, кому я могу сделать антикор, и это будет какое-то благо. То есть, это будет необходимость, благодаря чему я смогу человеку прям очень, как говорится, конкретно помочь. И вот когда мне Сергей написал, объяснил свою ситуацию, сейчас он еще пару моментов объяснит, и вы поймете, что, блин, это конкретно именно та ситуация, когда необходимо было помочь человеку. И без меня, и, как говорится, без нашей команды ему было бы тяжеловато. Что я хотел подвести еще в этом моменте, что когда вы что-то делаете и думаете о том, как я буду это делать, как это будет происходить, что, где, чего мне искать, об этом, ребята, думать не нужно. Нужно просто заниматься своим делом. Все само со временем станет на свои места. Не заглядывайте вперед. Не нужно об этом думать. Как говорится, Всевышний все распетляет и сделает так, как вам нужно и ему нужно.
Ну и в связи с тем, что сейчас вот самый мелкий ребенок болеет, я фактически как домохозяин сейчас, да, А жена. болеет, вот расскажи зрителям, чем болеет? Как Да, болеет? ну Арсению, вот самому младшему нашему мальчику, ему сейчас 5 лет, он в марте месяце заболел, у него глаз. Ну, нам повезло как-то быстро пройти вот всю цепочку врачей, и мы уже через 2 недели знали, что у него рак. Рак. Да, рак тканей орбиты глаза. То есть рядом с глазным нервом, значит, выросла опухоль огромная, стала глаз выдавливать. Но мы очень быстро попали по федеральной, как Программе. бы высокотехнологичной вот этой программе лечения в Питер. Он там отличился уже 8 месяцев, вот вчера с очередного курса приехал, и как бы лечение это идет хорошо, потому что началось вовремя. А лечение химиотерапии или... Химия и лучевая, там То есть все. без хирургии, да? А хирургия только глаз убирать. И сказали, что постараются глаз сохранить, его сохранили. Вот. Но эта история очень долгая, и она еще не закончилась. Но поскольку жена, ну вот с марта месяца, она непрерывно с ним в больницах, я с остальными пацанами на хозяйстве, и из-за этого я сейчас хозяйство как бы не развиваю, только поддерживаю. То есть у меня сейчас как бы... То есть с доходами напрямую сейчас есть определенные вопросы, да? Ну, доходы маленькие, но я просто к чему это говорю, да, что, ну, как все нормальные люди, каждые 3 года, допустим, менять автомобиль, в ближайшее время не смогу. То есть я эту машину, ну вот, держу уже, получается, 3 или 4 года, ну и я думаю, что еще столько же, как минимум, вряд ли я смогу поменять с доплатой. Процесс антикора автомобиля мы приостанавливаем и переключаемся на подготовку его к покраске. Потому как если сначала автомобиль заантикорить, а потом покрасить, это приведет к определенным неудобствам, и качество работ будет снижено и добавлено хлопот. Простыми словами, если вы будете эти процедуры повторять, то сначала автомобиль песочится, если есть ржавчина, потом красится и уж потом антикорится. Менять местами эти этапы не рекомендую. Ну, а собственно сейчас мы подготавливаем автомобиль к грунтованию. Вся плоскость замотовывается 500-й наждачкой, а открытые места металла расчищаем 240-й наждачкой. Делаем мы это для того, чтобы выровнять, сгладить четкую границу старого лакокрасочного материала, что позволит избежать в будущем просадов и оконтуриваний. Следующим этапом мы загрунтовываем эпоксидным грунтом открытый металл и все, что мы зацинковали до этого, и защищаем его, соответственно, от коррозии, и оставляем его сушиться до следующего дня.
Ну что ты, голова? Пушистая. Ну ты мой маленький. Ты мой красавчик. Это мой солнечный лучик такой. Это такой красавец. Вот это. Вот это мой... Все, туши, я признаю, я был неправ. Неправ был, все. Давай пятюню. Давай пятюню. Пятюню. Егор, а ты скажи, вот как ребятам вас вообще найти в интернете? Как там прописать, написать в гугле, там, Prime база, Prime поиск и все. Гомель, да? Да. Я понял. С Егором договорились, все-таки благотворительный проект, поэтому он говорит, давайте я вам оболью просто так. Но при этом как бы к нему можно обращаться чисто за обливом. То есть сами подготовили, Егор будет красить. Кстати, Егор, скажи, сколько у тебя чисто облить тачку стоит? Наша обклейка, то есть у вас уже перетерт грунт, пригоняете машину, мы обклеиваем, красим, высушиваем, без полировки, там, без подбора соринок каких-то, это будет стоить там $250. 250 долларов. Вот, поэтому 250 баксов я считаю, что это недорого для того, чтобы откраситься в камере. Не в каком-то гараже, а в камере. При этом, ну, если вам нужно будет там что-то полировать, там, ну, пылинки будут минимальные. Ну, в принципе, сейчас вы все увидите. Так, Егор, расскажи вот по поводу обклейки колеса. Вот как лучше сделать, чтобы меньше мусора было там и так далее? Обклеиваем арочку изнутри, потому что просто накинуть на колесо, мы защитим колесо, но не защитим наш элемент от попадания мусора из подарки. Поэтому обклейка это тоже идет в качестве ограждения от мусора. То есть чем лучше ты обклеишься, тем более Конечно, качественно будет, конечно, правильно? да. Вот, поэтому мы тогда в этом случае просто накидываем на колесо, правильно? Нет, мы можем заклеиться. Думаешь, заклеится? Да. Не, давай заклеимся в другой раз. В этот раз мы просто накинемся, потому что я думаю, что все равно будет хорошо. Ну, давайте накинемся. Потому что, как говорится, все-таки с вытяжкой, и когда ты будешь дуть, все-таки вытяжка будет прибивать весь мусор к полу. Ну, я так думаю. Ну, посмотрим. Давай попробуем, вот ради интереса, Давайте. потому что, мне кажется, в камерах так никто не красит. А мы первые, кто попробуем. Все, ребят, так что следите. Егор, расскажи пару тонкостей по поводу обезжирки, что надо соблюдать, вот как для неопытного человека, что нужно сделать? Ну, вообще надо обезжириться, потом загнать машину, можно сказать, в камеру, Ага. обклеить ее и Так. уже еще раз обезжириться. Обезжириться водно-спиртовой и уже с сольвентом в конце. Мгм. А почему 2 раза так надо делать? Ну, это для надежности. Ну, не то, чтобы для надежности, чтобы хорошо обклеиться, чтобы подскотчев нигде не было, там пыли, ничего. Так. По-чистому обклеили и потом еще раз финишно обезжирились. Ага. А какие у тебя были прям такие самые жесткие косяки, за которые тебе было очень сильно стыдно? Блин, ну, слава богу, еще таких не было сильных, что стыдно было. Блин. Значит, ты мало работаешь, братан. Я думаю, у любого маляра прям были жесткие косяки. У меня было, короче, я красил тачку. 1 раз покрасил, она вся была в кратерах. Потом я 2 раз покрасил, она опять в кратерах. 3 раз покрасил, она опять в кратерах. Все это я перемотовывал, все это. И я клянусь, я просто уже хотел плакать. Ну, как бы я, наверное, уже и плакал. И хотел с этим уже завязать 10 раз. А потом оказалось, что вот этот силикагель, который модный у всех, который используют,
Он просто превращается местами где-то в пыль, и вот эта вот пыль попадает тебе в шланги. И через этот шланг попадает на окрашенную поверхность. Потому что все-таки было видно, что это как бы что-то типа инородное. И как бы внутри такая типа точка, и она такая шероховатая была. Вот, и это я делал 3 раза. И, ну, и, конечно, машина была сделана в минус, это понятное дело. Но я к тому, что, ну, и в принципе, с маляркой я хотел завязать раз 100. И почему-то, вот я не знаю, с каким маляром не общаешься по поводу, хочет он завязать с маляркой, не хочет. Ну, наверное, 80%, которые люди работают уже больше 5 лет, хотят с этим завязать. Хотя кто бы чем другим не занимался, ну, там, не знаю, огурцы он выращивает или еще что-то, он с этим завязывать как бы не планирует и не хочет, его все устраивает. А с малярами пообщаешься, все хотят завязать. Почему так? Не знаю, я не хочу. А сколько ты работаешь уже? Ну, блин, ну лет 6, наверное. 6. Ну, еще 6 годик лет. поработаешь, тоже захочешь. Хотя, может и нет. Бывают все-таки исключения из правил. Кстати, пускай вот ребята в комментариях напишут, если вот маляры есть, сколько раз хотели они уже завязать с маляркой. И сколько раз пробовали. Потому что я знаю, тоже много людей и пишут, говорят, что типа красил, и все оборудование есть, а потом в один прекрасный момент просто закрыл гараж, отдал все эти тачки, проекты, закончил. И все, и поехал там кто-то на фуру, кто-то еще на что-то, и в принципе не жалеет. Единственный момент был в гараже еще, когда работал. Пригнали X-Trail, Так. тоже целиком покрасить. Начал красить, и тоже весь расплылся кратерами. Так. Оказалось, просто был после каких-то химчистных работ с применением там силикона или чего. В серединке все понатирали и пригнали его покрасить. Так а что, ты вот всё. обезжиривал, что недостаточно этого? Этого было недостаточно, видимо. Типа несколько раз нужно было, да? Да, там и несколько раз не помогло бы. А ты, получается, базу нанес и кратера пошли? Нет, Или- база легла, все хорошо, вот именно на лаке все. Интересно. Порасплывалось просто, не просто точечками, а такими прям реками. А, ну я понял, я понял. Ну, там еще повезло более-менее. Хозяин дал на материалы, я это все переделал, и со второго раза уже все получилось. И вот что самое забавное в малярке, да, вот ты условно берешь за малярку, ну грубо там, не про тебя говорю, а про любого, да, там $100 за элемент, пускай, да, неважно, 200, 100. И если ты накосячил, то у тебя, в принципе, уже не остается денег для того, чтобы это исправить. Согласись. Да, То есть у тебя так оно и нету есть. права на Да. ошибку. Нету. Накосячил, все, работаешь в минус. Всё. Да, в минус. Так, Егор, что ты сейчас будешь делать? Так, сейчас будем запрыскивать протиры. Так, Протиры это открытые до металла такие вот места. Эпоксидный грунт однокомпонентный. да. Он не имеет каких-либо там антикоррозийных свойств, Так, но в этих местах не будет у вас оконтуривания краски, каких-либо там подрывов или некрасивых вообще пятен. короче, все будет по фэншую, да? Да. В этом году как бы я сам такие работы не планировал, да, поскольку у меня, ну, другие расходы и другие вообще сейчас приоритеты. Да, понятно. Просто получился, да, такой контакт по поводу вот этого благотворительного проекта. Ну, ты сделал, я так скажу, ключевой момент, ты просто попробовал. Да. Все. А это самый ключевой момент этого мира, что просто нужно пробовать. Ну да, не проходить Да, сама мимо, жизнь, все расставит на свои места. Вот я тебе привожу пример. У меня Porsche идет, я его делаю, ничего не клеится, ничего не срабатывает. И только я его заканчиваю, приезжаешь ты. То есть в теории я его могу уже убрать, грубо говоря, да, и загнать, условно, твоей машиной заниматься. То есть как будто один этап закрывается, открывается второй этап. А хотя до этого у меня тоже было с ним много возни, как бы если бы даже ты приехал какое-то время, я, допустим, бы не мог бы ей заниматься машиной. А тут как будто вот все вот сходится одно ко второму. И это говорит о том, что все не просто так.
часто в комментариях спрашиваете, что это за мойка, как она тебе, как долго используешь и стоит ли вообще брать. Значит, ребята, знакомьтесь, борт Kex 3500, мощность 3400 Вт, 190 бар. Значит, использую я уже целый год. В принципе, нареканий никаких нет абсолютно. Значит, что идет в комплектации? Шланг 10 метров. Ну, для меня это было важно, потому что помещение большое, как бы, и с одного места в другое тягать, как бы, не особо хотелось. Я так поставил в одну розетку, и по всему помещению можешь, как бы, перемещаться. Кабель 5-метровый, при этом пеногенератор есть. Энное количество насадок, в данном случае их 4, ну, за год мы уже где-то одну потеряли. Если тебе надо какую-то глубокую грязь отмыть, в комплекте есть фреза, вот она здесь сейчас стоит. При этом здесь универсальные быстроразъемы. Также можно использовать с каких-то других брендов насадки всякого рода, то есть они взаимозаменяемые. Также здесь идет фильтр тонкой очистки. Кстати, воду эта установка может сосать как из водопровода, точно так же и из обычного ведра. Также мотор обладает защитой от перегрева, поэтому спалить у вас его не получится. Для меня это было критично важно, потому что может она долго что-то отмывать. Иногда бывают такие автомобили, что грязи там, мама, не горюй. Так вот, если вы регистрируетесь на сайте, либо в Telegram-боте, ссылочки все будут в описании, вы получаете расширенную гарантию на 5 лет. Так что на вопрос, стоит ли брать, точно вам отвечаю, что стоит. Ссылка и промокод на скидку ждут вас в описании. Короче, уже утро следующего дня. Вчера мы закончили где-то в 7:30 вечера, да? Да. Ты еще оставался, включал сушку. Да. Сколько она сушилась? Ну, пока я переоделся, помылся. Ну, грубо говоря, где-то часик она еще грелась там, да? Да. Да. Короче, все, идем смотреть результат, что у нас получилось. Погнали. Только важно понимать, что автомобиль подготавливался 2 дня. То есть максимально быстро все делали. Ну, слушай, вообще красиво. Блин, я вот, наверное, течка себе в белый такой буду красить. Белоснежный, просто белоснежный. Fucking shit. А это ты вот про эту капельку говорил? Угу. А так это вообще мелочь. Слушай, ну вообще пушечно. Блин, ну кайф, кайф. И кайф, что вот это все за один день, считай. И Да, сейчас вот, собрал и все, и но. готово. И даже полировать ничего не надо. Есть там какие-то небольшие нюансики, но это все мелочи. Это скорее просто из-за того, что где-то некачественно обклеено, вот подорвало что-то с пленки. И, кстати, вот, ну, я думал, там все гораздо будет печальнее, все вообще отлично. Ну, в плане то, что вот, по подрыву, поэтому. И вот это тоже все красиво. Главное сейчас правильно расклеиться, чтобы Да, без лака. не подорвало нифига. Слушай, ну шикарно, блин. Я думаю, человек будет доволен. Ну вот, ну мы ее, конечно, сразу договорились беречь, то есть, ну, я живу в деревне, да, у меня хозяйство довольно большое, то есть всякое говно, комбикорм, кирпичи, цемент я на ней не вожу, она именно, ну, для семейных поездок, для детей. Класс. А еще потом как-нибудь подкрасить. Так, значит, знаю, что точно будет кто-то говорить, почему не сняли вот эти брызгалки, почему не сняли то, почему не сняли все, красили в собранном состоянии. Объясняю, ребята. Значит, машина, вот вроде бы она относительно и свежая, относительно там ей лет 10, да, но она уложенная максимально. Что я имею в виду уложена? Она до этого была у каких-то перекупов, перекупы ее слепили там, черт знает из чего. Ну, вот, условно, да, вот пластик, бампера, да. Вот обратите внимание, они все ломаные, как будто эта машина, ну, настолько убитая жизнью. Наша задача просто ее максимально облагородить. Кузов
обеззаразить, как говорится, от ржавчины, и чтобы она спокойно ездила. То, что мы ее покрасили, это, как говорится, уже наше дело, потому что, ну, все-таки хотелось ее освежить. В идеал ее тут нет смысла выводить, потому что, условно говоря, вот есть у нее вот здесь вот дверь, на которой вот столько вот шпатлевки. Вот здесь прям видно толстый-толстый слой. Крыло там тоже не в идеале. Ну, то есть машина абсолютно не в идеале, и в идеал ее доводить бессмысленно. Здесь вот мы ее так обработаем, поэтому как бы здесь ничего не выводили. Здесь главное, что ржавчину все удалили. Вот на примере этой фары вы сейчас поймете общее состояние автомобиля. Трещина здесь, желтая здесь, ничего не держится. Вторая фара вся тоже в трещинах. Плюс у нее еще такие трещины, которые устранить, ну, практически, ну, не практически, ну, невозможно. То есть все замызганное, все такое чумазое, просто страшное. Задача просто автомобиль облагородить и удалить всю ржавчину, чтобы люди могли спокойно на нем ездить и не знать проблем и бед. По технической части, в принципе, тачка нормальная. А теперь будет и внешне нормальная. Не идеальная, нормальная. Вот, значит, сейчас задача привести в божеский вид фары. Буду подробненько показывать, как это делать. Ну, в принципе, наверное, так уже все знают, как это делать, но тем не менее. Так, значит, смотрим, что у нас тут получилось. Значит, видите, мелкие трещины, но они очень глубокие, их не убрать. Про эти я уже вообще молчу, это сквозные трещины. Ну, лаком в теории должны подзалиться и как бы загерметизироваться. Вот это вот все, это уже разрушение пластика. Но тем не менее, были они желтые, сейчас будут они прозрачные, красивые. Ну, вот эти вот нюансы, они практически видны не будут. Вот, значит, напоминаю, 320, 500, 800, 1000. Вот, а теперь лачком их заливаем. Так, значит, как проверяем? Просто пырскаем водичкой. Если она становится прозрачная, то, соответственно, вы добились того результата, который будет при нанесении лака. Все малярные работы закончены. Теперь приступаем к антикоррозионным процедурам, а именно подготавливаем автомобиль и укрываем его, чтобы не заляпать. Сразу хотел бы заметить, если вы когда-либо обрабатывали свой автомобиль антикором, вы знаете, что тачка после антикора воняет очень долго и очень сильно. Именно поэтому многие автолюбители не желают обрабатывать свои автомобили. Но смею заметить, после нашего антикора машина не воняет вообще. Самое главное, я вот уже какой день езжу сейчас на Сиене, и я понимаю мысль, что после антикора в машине не воняет антикором, что нет вот этого ML-состава вонючего с растворителем или чем, что там добавляет, что просто неделями, месяцами сдыхаешь, дышать нечем. Так, господа, значит, последнее у нас уже подготовки перед обработкой. Дозаклеиваем, перепроверяем все по 10 раз, чтобы никуда не попала туда, куда попасть не должна обработка. Потому как когда ты уже черную защитный слой нанесешь, то уже, как говорится, обратной дороги нету. Обработку в идеале лучше делать после покраски. Почему? Потому что, вот, к примеру, вот такие вот моменты, да, когда вы здесь уже обработаете, как вы будете скотч сюда приклеивать? Какой-то жир начнет вытекать, то есть тоже неудобно.
тоже это может дефекты на покраске делать. Поэтому в идеале всегда сначала покраситься, а потом уже обрабатываться. Ну что ж, собственно, автомобиль заклеили, и теперь приступаем к обработке. Если вы помните, я говорил, что есть 3 степени защиты кузова. И первая степень это был грунт, который держит защиту металла даже без антикора 10 лет спокойно. То вторая степень защиты это антикоррозионный состав, который хорошо сопротивляется механическим воздействиям внешней среды и осуществляет хорошую антикоррозийную защиту даже без грунта. То есть в совокупности с грунтом это вообще просто бомба. Но только здесь есть одно но. Если защитный состав будет герметичным. В нашем случае на такой автомобиль требуется 8-10 баллонов, что позволяет сделать слой герметичным, и при этом шумоизоляция автомобиля становится лучше. А вот как делают некоторые 3-4 баллонами, то, конечно, в таком случае магии не происходит. И слой герметичным сделать не получается, влага проходит. И, как правило, после таких антикорчиков к нам привозят автомобили на переделки. Как говорится, скупой и неосведомленный платит дважды. Ну и, наконец, третья степень защиты, которую вообще мало кто производит. Потому что этого, во-первых, не видно, и материалы стоят дорого. Залипушники часто пренебрегают этим, говорят, что обработали, а по факту ничего они изнутри не обрабатывают. Сколько к нам таких автомобилей приезжало на переделки, и лишь там в одном из 10 слегка что-то сбрызнули, и то не во всех местах, и на этом все. Ну, напоминаю, просто материал очень дорогой. Я не перестану повторять, что автомобиль с одинаковой скоростью гниет как снаружи, так и изнутри. Поэтому, если вам обработают автомобиль без скрытых полостей, то эта обработка будет абсолютно бесполезна. Ваш автомобиль все равно будет гнить. В нашем случае на легковой автомобиль уходит 5 литров МЛ состава для скрытых полостей. При этом, обращаю ваше внимание, он не воняет, не пачкает автомобиль и наносится один раз и на весь срок службы. Потому как не вымывается. Когда он у нас попадает на лакокрасочное покрытие, удалить его даже мойкой высокого давления не получается. Только обезжиривателем и микрофиброй. Значит, обрабатываемые лонжероны, арки, крылья, короба, двери, капот, багажник. И если он не пластиковый, конечно, передний телевизор тоже, если не пластиковый. Иногда подрамники, если автомобиль новый. И на все на это у нас уходит в районе 5 литров. Если микроавтобус, то может уйти и 10, и 15. Все зависит от размера буса. То, что от случая к случаю смотрел в интернете, да, вот эти противоположные абсолютно советы, да, там, ну, то есть, начиная там, что вот пуш-сало, на него налепится грязь, это самый лучший антикор. Нет, надо битумом замазать, нет, битум трескается, под ним еще хуже. Ну, в общем, это все... Как правило, все, кто это все рассказывает, они вообще ничего не понимают про антикор. Просто в чем прикол видосов с антикором, что чем большую шляпу ты запишешь, что типа можно святой водой просто побрызгать и будет все хорошо, тем больше этот видос набирает просмотров. Вот пластилин какой-то кто-то тебе там напишет, тут грязью с земли намажь, и все будет хорошо. Вот все, миллионы просмотров сразу. Так, значит, автомобиль обработан. Все скрытые полости, вот видите, да? Попроливали. Лонжероны попроливали. Короче, пролили все основательно, дополнительно, чтобы вы прошли. Потому что как раз таки из швов обычно все и начинает ржаветь. Все-таки к нам машины приезжают, мы смотрим, анализируем, где что, у кого чего гниет. И делаем на это упор больше. Обратите внимание, днище у нас коричневого цвета. Это не потому, что суперматериал какой-то используем, это потому, что мы работали с остатков материала, то, что у нас осталось. И я говорю, что не столь важно, чем ты обработаешь, столь важно, как ты это обработаешь, как подготовишь. Вот. Как ржавчину удалишь. Ну и мало кто может похвастаться, вот просто вот так в упор вам снять свою работу на самом деле. Все с километра что-то там фоткают, показывают, где непонятно, что там, как там. А тут я вот каждый миллиметр могу вам показать. И знаю, что это будет ходить долго. Вот, значит, то, что у нас амортизаторы такие в грунте страшненькие, не обращайте внимания, мы их подкрасим чуть позже. Вот, телевизор тоже пролили полностью. Вот. Короче, все по красоте. Сейчас приступаем уже к процессу сборки.
Так, значит, в бампере мне не нравится вот этот вот значок. Видите, он начал расслаиваться, влага туда начала попадать, и он какой-то ублюдский стал. Хочу его сейчас в черным покрасить. И заодно покрашу вот эту вот накладку на бампер, которая здесь, ну, вообще странно выглядела на самом деле. Когда в самом начале видео я сказал, что небольшие действия приводят к большим результатам, что я имел в виду? Значит, история была следующая. Мы отдаем автомобиль Volvo после антикоррозийной обработки нашему клиенту, зовут его Евгений. И вот как раз таки этот Chevrolet Orlando стоял возле уже въезда. Я ему рассказал, что вот это благотворительный проект, который мы будем делать. Он так послушал, да-да-да, круто-круто, и ушел. Через пару минут приносит мне деньги. Сумма какая, неважно. Сумма вроде бы и небольшая, и как бы и не сильно маленькая. И говорит, вот эту вот денежку я хочу внести в вклад этого благотворительного проекта. Я такой, да не надо, мы как бы своими силами. Но я понял, что человек категорически хочет пожертвовать, сделать доброе дело. Я говорю, спасибо большое. И знаете, именно этот человек повлиял на то, чтобы этот фильм я сделал. Почему? Потому что когда ты какие-то деньги взял у кого-то, чтобы человек на тебя не подумал потом, что вот он зажал эти деньги и как бы благотворительный проект не сделал. То есть необходимо было отчитаться за это. Так что я хотел сказать? Небольшое действие Евгения спровоцировало то, что этот фильм появился. Кто-то, посмотрев этот фильм, замотивировался добрыми делами и сделал тоже гораздо больше добрых дел. Небольшое действие ведет к большим результатам. И когда вы делаете кому-то какое-то добро, не нужно думать о том, что вам кто-то вернет. Почему и говорят, что близким лучше не помогать, а помогать каким-то незнакомым людям. Потому что когда ты незнакомому человеку помог, ты его больше в жизни можешь и не увидеть, понимаешь? И ты не рассчитываешь на то, что ты какую-то обратную связь от него получишь. А когда ты близкому помогаешь, ты уже автоматически ждешь от него помощи взамен, а потом получаешь, и именно поэтому расстраиваешься. Я не об этом, кому нужно помогать, кому не нужно, каждый выберет сам. Я о том, что небольшие действия провоцируют большие результаты. И не нужно думать о будущем. Все будет хорошо, если ты будешь честен и делать правильно свое дело. Всех обнял, приподнял и на антикор записал. Кому нужно, ссылка в описании. Всем пока, ребят. Thank you.